Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я рада встрече с вами. Как всегда, благодарю вас за подписки, за комментарии, за просмотры, за лайки. Названий очень много. Кто-то называет индийскими мантами, кто-то лепешки с мясом, кто-то еще как-то. Я не буду никак называть это блюдо. Вы посмотрите, когда мы его приготовим. И каждый будет как бы сам решать, как его называть. Для приготовления этого блюда мне понадобится мука, соль, одно яйцо. Ну, а для начинки мне понадобится 2 картошки, луковица, перчик, морковка и, конечно же, мясо. Сегодня я взяла мясо говядину. И приступаем к готовке. Тесто, нам надо замесить тесто. Тесто будем замешивать крутое, можно сказать, покруче, чем обычно на бешбармак. Вот, я взяла одно яйцо, чайную ложку соли. Вот. Сейчас я сюда буду добавлять воду. Муки я взяла полкилограмма. Я думаю, что мне будет достаточно. Вот такое тесто у меня получилось. А желтенькое оно у меня, потому что яйцо домашнее. Вот. Теперь я его оставлю отдыхать на минут 10-15. А пока займусь начинкой. Для начинки, как я говорила уже, я взяла мясо, говядину, 2 картошки, морковка, лук, перчик болгарский, соль, перец по вкусу. Крошить будем небольшими кубиками, ну не совсем мелко, как на манты. Такие средние кусочки. Вот такими. Вот кусочки у меня. Все мясо будем крошить так. Овощи мы крошим, как обычно на манты, крошим кубиками, но чуть покрупнее, чем. Вот, видите, вот такие. Луку кладем побольше, чтобы было сочно. Все остальное мы точно так же будем крошить. Ой. Чтобы не терять время, я включаю огонь под чугунком, чтобы он пока накаливался. Затем налью масло. Масло наливаете столько, как вы считаете нужным. Если пожирнее, значит побольше. Если поменее жирный, то поменьше масла. Я налью средний, ну, где-то, ну, может, 30 миллилитров. В раскаленное масло я буду добавлять мясо. Пока оно у меня будет обжариваться, я буду продолжать резать свои овощи. Вот. Режем морковочку тоже кубиками. Вот таким образом режем. Перчик тоже режем кубиками. Если кому-то надо будет для гостей это готовить, просто увеличиваете количество мяса, количество овощей. Тут нет такой строгого такого рецепта, что вот надо только вот это и все. Нет, а тут можно помидорчики добавить, тут можно добавить капустки.
практически все можно добавить. И будет очень вкусно. Когда у нас выпарилась почти вся вода, мы добавляем лук. Перемешиваем все хорошо. И оставляем на минуты 4-5, чтобы лук обжарился. Вот, когда лучок у нас чуть обжарился, вот, я положила все остальное, поперчила, посолила по вкусу и оставляю на огне жариться минут 5-7. Теперь я добавляю воды так, чтобы вот вода покрывала мясо, все, что в чугунке. И оставляю томиться на медленном огне до готовности. Так, пока наше мясо готовится, мы займемся тестом. Тесто наше отдохнуло, стало вот таким вот мягким, податливым, но в то же время крутым. Вот. Я разделю его на 2 кругляша и буду катать как на обычные манты. Потоньше, чтобы было вкусно есть. Тесто достаточно крутое, поэтому катать его будет, наверное, труднее, сложнее, чем обычно. Но зато это будет вкусно. Вот таким образом я раскатала. Вот тоненькое тесто. Теперь я его хорошо должна смазать растительным маслом. Варить его будем в мантоварке, как манты. Вот. Вот, я все хорошо промазала. Все. Теперь нам надо его порезать на примерно равные кусочки. Я буду резать примерно где-то сантиметров 7, ну, примерно вот такого размера. Ну, может, вот так. Вот такого размера примерно они у меня будут получаться. Теперь мы смазываем лист мантоварки хорошо. Вот я смазала лист хорошо, мантоварки свои. И теперь вот эти кусочки буду вот так складывать. Переживать, что они слипнутся, не надо, потому что они не слипнутся. Мы их обильно смазали маслом и вот так вот складываем. То, что один круг, это можно разложить его на один лист мантоварки. Вот, что я не делаю. Вот таким образом я разложила. И теперь я буду ставить вариться его на минут 25-30. Затем дальше я покажу вам, что делать. Вот. Мое тесто сварилось. Теперь я вот таким образом буду скручивать его и вот так складывать. Вот что у нас получилось. Вот такая красота. А вкусно или невкусно, скажет мой внук. Он сейчас покажет вам, как это надо кушать. И скажет, вкусно или невкусно. Начинай. А папа потом мен, да? Потом сен. Вот так берем, вот это открываем, кожу и берем. Так, немножко еще берем. Угу. Закрываем все. Открываем и попробуем. Вкусно. Вкусно.
Вот. Тоже попробуйте сделать. Это будет вкусно. Да, он говорит, что надо вам попробовать и попробовать попробовать сделать и покушать эту вкуснятину. Все, спасибо, Балам. Ой, прибежала внуча на то, что делал внук, и тоже хочет попробовать. Давай, пробуй. Давай я тебе сделаю. Давай я тебе сделаю. Вот так берешь и кушаешь. Вкусно, да? Вкусно.